Мої вам вітання. Ви знову в моєму саду. Я Светлана. Сегодня расскажу вам про гортензии. Какие гортензии меняют свою окраску самыми первыми. Начинают розоветь, становятся перламутрово-розовыми, такими красивыми, шикарными, переливающимися соцветиями. И это не в этой аллее. В этой аллее у меня посажены в основном белые сорта. Те, которые цвет почти не меняют. Но все гортензии, когда уже немножко холодает, начинают менять цвет. Эти не меняют. Идемте покажу, подпишу каждый сорт. Мы посмотрим его близко, и вы сможете для себя выбрать. Вот эту гортензию я точно хочу. Мы пришли на то место, где у меня растут гортензии, которые меняют цвет. Кстати, вчера была еще белая, а сегодня начала розоветь Vanilla Fraise. Но про нее я не буду говорить. Она немножко позже, чем остальные, меняет цвет. Первая, которая стала заметно розоветь, это Pinky Winky. Моя Pinky Winky на штамбе. Интересная история про эту гортензию. У меня на газоне перед домом 2,5 года рос кустик безвестный пересорт. Покупалась как бобо, а оказалось непонятно что. Я не могла определить ее сорт. И именно сегодня, рассматривая вот эту Pinky Winky, я поняла, тот маленький кустик, это тоже ее клон. То есть мне пересортом пришел Pinky Winky, нарастал очень медленно. А вот видны как раз ее соцветия. Смотрите, она стала розоветь. Немножко будет сильнее. Пчелы играют друг с другом. Кстати, утром сегодня бронзовку на ней обнаружила. Разве гортензии бронзовки едят? Я не знаю. Вот такая моя гортензия Pinky Winky. А сейчас я вам показываю тот кустик, который растет возле дома. Правда же похож? В предыдущие года он какой-то был совсем невзрачный, непонятный. Я вот даже подумывала, куда подальше пересадить. Вот такая моя Pinky Winky на фоне Vanilla Fraise. Смотрите, заметно розово-перламутровая. Гортензия очень нравится и в штамбовой форме, и, как видим, и в кустовой. Маленький кустик Pinky Winky будет у меня перед домом. Как я ее весной не выкопала, видимо, это ее судьба. Ну а следующий куст, любимый вами, огромный, гортензия Fraise Melba. Был вопрос, какие гортензии вам нравятся больше всего в вашем саду. Какие сорта вы никогда бы не высадили за периметр. Одна из них Fraise Melba. Нравится, смотрите, какая рослая. Это ее 3-й сезон. Ну, у меня формировка у нее очень интересная такая. Двойная внизу куст, вверху тройной штамп. Тройной штамп – это просто открытие, находка. Большая, пушистая, рослая, крепкие ветви. Но штамп вот этот связан. У меня сейчас сильнейший был ураганный ветер, и ее чуть не поломало. И, кстати, по сравнению с Ивонной, как они выросли. В прошлом году я делала обзор с ракурса, немного вот такого, на фоне Fraise Melba. Ивонны были мне на уровне верха
головы. И сейчас они больше метра набрали. Это к слову о том, какое хвойное растение очень быстро растет. Подходит для живой изгороди. И вон, посмотрите видео, кто не видел. Ну, что я еще могу сказать про Фрейс Мельбу? Устойчивая, не болезненная. От клеща я, конечно, обрабатываю все гортензии, но она больше ни в каких проблемах не замечена. Куст пушистый. И я в этом году, смотрите, наросло у нее 2 побега. Когда буду обрезать вот этот куст, тут 2 куста. Посмотрю, может быть, у меня получится ее тоже превратить в штамп. И будет просто очень зрелищно, если 2 одинаковых штамба, ну, он будет уже пониже, конечно, будет встречать гостей. Смотрите, значит, по окрасу, как она розовеет. В отличие от Пинки-Винки, у нее розовинка идет другая. Вначале она вот такая розовая, жемчужная, но очень быстро ее оттенки уходят в такой более бордовый. У нее тоже такой же темный ствол, как у Vanilla Фрейс, но более мощный. Вот эти ветки, они сами стоят себе, растут, тоже хотят догнать сестру. Рассмотрите этот сорт, мощный, красивый. И, кстати, у нее есть младшая сестра, то есть гортензия аналогичная по свойствам, по цвету, но маленькая. И вы ее, наверное, знаете. У нее двойное название. Про нее я расскажу позже. Вот такие у меня соцветия большие. Не договорила на полуфразе. Оборвала меня ее младшая сестра. Очень похожа на нее, но карликовый сорт. Среднерослый, до метра. Вы ее, наверное, все знаете, но под другим названием. Оригинальное название у нее Ренсам фрамбоизини. Слышали? Наверное, не слышали. Но это она. Ее знают как самарскую лидию. Это младшая сестра этого сорта. Все свойства сохранила, только маленький куст. Такой же малиново-красный. Очень красивый, стойкий. У меня 2 кустика растут. И я решила их посадить в кашпо. Будут украшать мой центральный вход. Покажу, когда она уже наберет цвет. На одном из кустиков я малюсенькие купила. Я не стремлюсь сразу за большими, огромными кустами. Хочу посмотреть, как они развиваются и сортность, соответствует ли гортензия этому сорту. Покажу вам, когда наберут цвет соцветия. Да, это маленькая Фрейс Мельба. Если вам нравится такая гортензия, но не подходит вам по росту, такая гортензия, конечно, не каждому по росту подойдет. Сажайте самарскую лидию. А сейчас идем, покажу такой шикарный сорт. Я его хотела убрать из сада в прошлом году. Настолько он мне не понравился, был никакущий. А весной пересадила, и она прямо расцвела. Сейчас подойдем, покажу, и вы, наверное, ее узнаете. Она тоже начала уже менять цвет. Скажу, это Diamond Rouge. Ну и вот она пересажена сюда, моя гортензия Diamond Rouge. Вы посмотрите, как она шикарна. Пчелы на ней. У нее тоже есть и фертильные, и стерильные цветы. Какая она перламутрово-розовая. Переливы розового, немножко веснушек. Кстати, а вы знали, почему гортензии начинают менять цвет? Перепады температур. Холодно ночью, тепло днем. Она у меня растет, вот тут лаванда. Специально не обрезала. Сегодня этим займусь. Когда цвела более голубым, красиво, не обрезала, чтобы вам показать, как на фоне лаванды она хороша. В начале ее соцветия вот такие белые. Белоснежные, это опоздавшее соцветие.
соцветия округлые. Я сделаю обзор этого сорта, когда она уже порозовеет, покраснеет даже совсем. Она будет тоже бордовая. Красивая, воздушные соцветия. Особенно присмотритесь, кому нравятся мотыльковые сорта гортензий к этому сорту. Куст поделила. У меня было 2 кустика, я их поделила на 4. И будут вот так вот украшать эту дорожку. Ну, когда туда дорожка уже будет, но все равно хороша. Возле голубой елочки кейбаб смотрится отлично. Вот такие девочки у меня. Вот тут еще 2 кустика поделенных. Хорошо, что я ее вообще не выселила на фоне. Какой же это Blue Heaven, по-моему, у меня можжевельник скальный. Сейчас посмотрю, у меня тут даже есть этикеточка его. Еще, да? Это Blue Heaven можжевельник. Голубой-голубой подрос. Красивая гортензия. Очень нравится. Рост у нее будет небольшой. Где-то до 1,20 м. Такая гортензия. Так, ну а сейчас покажу еще одну. Ее вы уж точно у меня в саду знаете. Вот эта гортензия. Это Magical Sweet Summer. Я вам рассказывала, что она постепенно, а потом в один день раз и поменяла цвет. Но этот штамм не показательный. Он в этом году сильно уж пострадал у меня от заморозков. А мы сейчас перейдем к его материнскому кусту, от которого этот начеренкован. Ну а пока я вам хочу показать всю вот эту зону сада, где растут. Часть моих гортензий растет. У меня по саду уже к 50 кустам, таким большим цветущим, приближается счет. Ну, а маленьких просто не счесть. Больше всего растет гортензия Фантом, как я вам говорила, по росту больше всего. Ну, Фрейс Мальба, конечно, тоже. Смотрите, какая огромная. Ну, идемте к Magical Sweet Summer. Любоваться. Рядом с Пинки-Винки найденной. Ну, не знаю, тесно ей, не тесно. Возле глобозы моей посмотрю. Вот она. Magical Sweet Summer. Материнский куст. Тоже, конечно, немножко растрепанный, потрепанный. Но смотрите, она начала розоветь. И такой у нее цвет не местами меняется, а сразу все соцветия. Еще пару дней. И она будет вся такая розовая. И розовый не местами. Вот сравнить, допустим, с Пинки-Винки. У нее часть розовых, часть белых. А у Magical Sweet Summer меняются все соцветия одновременно по цвету. Хорошая гортензия. Карликовая. И у меня такие штамбы дала. 4 штамба уже ее. Ну что, думаю, обзор сортов гортензий, которые немножко стали розоветь, превращаются в волшебных красавиц. Вам понравился, вы что-то для себя выбрали из них. Это Skyfall моя на штамбе. Она цвет не меняет. Она такая и будет немножко молочно-белого цвета. Розоветь не будет. Но тоже очень шикарный, красивый сорт. До новых встреч. Совсем скоро будет прогулка в июле, потому что уже июль заканчивается. Такой непредсказуемый, странный, очень сложный. Июль подходит к концу. Встретимся через несколько дней. Задавайте свои вопросы, делитесь в комментариях, что вам
хочется посмотреть в моем саду еще. Про что рассказать? Давайте идеи для видео. Всего хорошего!